Протез Салли. Мне он очень понравился, на мой взгляд, тогда это был самый адекватный похожий протез. Стив Гебри много раз обращал на нас внимание. Ты Ларри, я Салли, все. Мы продумали третью часть еще до того, как сняли вторую. Наш подъезд до сих пор в крови. Итак, получается, всем привет, я Ларри, и я живу в подвале, и в канаве, и на этом канале. Ладно, кто не понял, короче говоря, наверное, смотрите, сейчас думаете, блядь, что это сейчас за люди? Ален Князько, я играю на этом канале постоянно Ларри, вы меня, наверное, так даже чаще видите. Это Вика. Вика Цинце, которая играет Салли, Салли Крам Салли, Салли Пенис. Салли Пенис — это локальная шутка нашего Телеграма. Кстати, подписывайтесь на него. Собственно, в Телеграме нам позадавали очень много вопросов касаемо нашего косплей-фильма по Салли Фейс. Важное уточнение, что вопросы мы не читали. Ни я, ни Вика. Их отобрала Соня, она у нас играла Лизу, она сейчас сидит за кадром. Соня, скажи что-нибудь. Всем привет, ребята. Меня зовут Сал. Очень приятно, Сал. Я Лиза. Вроде главной тут. Слежу, чтобы все было в порядке. Да, всем это мама. Я мама этих мальчиков. Мама Ларри, это приемный. Слышь ты? Если какие-то вопросы не попали, знаете, что вот виновата она, можете ей писать угрозы потом. Мы тут ни при чем. Хорошо. Так, первый вопрос у нас задал Арматур. Как долго длились съемки? Ну, мы вот буквально считали недавно, 8 месяцев. 8 месяцев, да, в общем и целом. Началось все с февраля, закончилось где-то в августе. Ну, А насколько тяжело физически и морально было снимать фильм? можно сказать то, что был самый тяжелый момент, когда мы снимали 3 дня подряд просто нон-стопом. Вика вообще приехала с Москвы, ей было особенно тяжело, она просто приехала с автобуса и сразу... Просто сразу с автобуса погнали на съемки, погнали. 3 дня мы хотели настолько все успеть, что мы снимались обычно с 9 утра мы вставали, и заканчивали там где-то в часа 3 ночи. Особенно было жесть, когда мы думали, что мы все сняли. Я встаю в 9 утра и вижу, за окном идет охрененный ливень. И я просто понимаю... That's the time. Такую погоду. Умер Ларри. It's time for me to go. Короче, я проснулся от того, что за окном идет очень сильный ливень. Вика такая просто смотрит, такая, я ненавижу Салли Фейс, я не могу больше носить этот протез. Сижу к Вике, пинаю и говорю: Вика, там такой дождь идет, ну грех не снять Я смерть стою Ларри. вот так, вот такая... Идем. Только мотаю камеру, и мы вот так бьем и бегаем просто там по улице, снимая, как Вика бегает, и просто такая: Ларри, нет! Реально было тоже тяжело, именно как раз таки из-за физического плана, потому что в конце дня у нас выпадали прям самые тяжелые сцены, например, примирение Салли Ларри и их ссора. И это было очень сложно, потому что физически уже уставшие, мы путаем текст, друг на друга из этого злимся, и поэтому такие просто уже глаза наливаются там кровью, слезами, и мы друг на друга реально злимся, и вот получается то, что морально тоже было эти сцены прям тяжело снимать, потому что сами были такие не в самом добром расположении духа. И могу еще добавить, что когда мы ругались в сцене почти в самом конце, это было очень морально трудно, потому что мы очень тогда устали. Это был день, когда мы снимали с самого утра, мучились. Я помню, как я в один момент просто стою, я чувствую, как у меня краснеют глаза, и как у меня начинают течь просто из глаз слезы, просто как по какому-то непонятному физическому объяснению, я не знаю почему, это случилось честно. Я просто стою, у меня начинает тут все вот это вот случается, и Вика просто начинает путать текст. А я как раз должен по сюжету на нее злиться. И меня срывать. Я просто такой: не ври мне в зал! И у меня просто брызжут слезы. И я прям стою, и я просто понимаю, что у меня какой-то актерский нервный срыв случился. Я не знаю, как это назвать. Но это зато получилось на видео, мне кажется, очень по-натуральному. Да-да-да. Я сама испугалась. Интересно узнать, как вы создавали сценарий. Вы хотели быть максимально ближе к канону или же с какими-то своими приколами? Ну, хорошо, ладно, я тогда отвечу на Розалари, так будет честно. Я очень люблю фандомы, в которых есть такая минималистичная рисовка, типа как Южный парк или вот Салли Фейс, потому что это всегда дает большой простор тебе для фантазии, как интерпретировать своего персонажа.
Я просто, наверное, сделал его по своим каким-то ощущениям. У меня просто много друзей, всяких потлатых металюк с моей рокерской жизни, и мне просто почему-то получился какой-то, наверное, близкий для меня образ, наверное, людей, с которыми я общаюсь, вот что-то типа такого. Собирательный такой образ. Вот у меня это как-то так было. Мне сложно даже сказать, насколько это канон, а насколько нет. Я просто, наверное, делал как чувствую. Не знаю, Салли настолько для меня родной персонаж, потому что я-то с Вадомом знакома еще с 17-го года. Вот, будучи там мелкой, ходила в школу, и Салли был такой прям, прям какой-то уже родной, правда, персонаж, который я любила, там, я смотрела всякие теории, ждала новых выходов эпизодов, там, вот, и поэтому я была погружена в этот фандом, и поэтому у меня здесь и Салли на руке вместе со мной, и я с голубыми волосами сейчас. Вот, поэтому мне было просто вжиться в роль Салли. И я помню, когда мы только-только задумывали о том, чтобы закосплеить Салли и Ларри, у тебя еще были, да, раздумья, кто будет Салли, а кто будет Ларри? Да. Ты еще такой, блин, а кто же из нас кто? А я сразу сказала, нет, ты Ларри, я Салли, все. Ну да, она так и жестко мне прям сказала, что у меня выбора не было. Тяжело ли было собирать команду для съемок? Наверное, все живут в разных местах. Вот это да. Ну да, было очень трудно, потому что у нас было задействовано города 3, я точно думаю. У нас Пых с Таганрога, мы все из Ростова, Вика с Москвы. Эш у нас тоже в Москве. Ну, Эш вообще интересно, она то в Москве, то в Ростове, то еще где-то. Её поймать было вообще отдельный вид искусства. Мы прям делали целый план, мы прям расписывали, у кого какой график, пытались это совместить. Как бы, казалось бы, да, фанатский фильм. Сколько примерно человек вообще в принципе участвовало в создании этого фильма? Это можно посмотреть по нашим титрам. Там все в принципе написано. Я прям по цифрам не скажу, но скажу опять-таки, что много. Посмотрите в титрах, там, в принципе, все основные лица, которые замешаны в этом, есть. Ну, есть еще люди, которые, например, я в Москве снимала некоторые сцены. Есть одна интересная история, как я на свое 20-летие снимала сцены похорон маленького Салли, и я просто сказала своим подругам, так, вы приходите ко мне отмечать мой день рождения, но есть одна такая просьба, мы будем снимать похороны. Ален, ты смотри в камеру. Нет, даже давай вниз. Не улыбайся, прям вообще все трагедия. Вот. Ален! Ребят! Вот, поэтому тащите землю. Вот, я их выставляю просто в кадр, такая, так, ты, короче, сыпешь землю Алене на голову. Алена — это моя младшая сестра, которая сыграла Салли маленького. Вот, потом ставлю другую девочку, так, мне нужно твое плечо, ты будешь типа какой-то там массовкой. Вот, и, в общем, да, таких вот идей было, еще были, мы их в титрах не указывали, но они тоже очень помогли мне. Где вы брали локации для съемок? Ну, то есть арендовали или как? Где мы брали локации для съемок. Смотря какие. Смотря какие, да. Где-то это было ребята, го, быстро с ними походи. У нас очень много локаций апартаментов. Реально, апартаменты у нас состоят буквально из 5, наверное, домов. У нас постоянно коридор был с одного места, потом какой-нибудь коридор уже в другом городе мы подсняли. У меня такое было, что я вообще поехал в Москву по делам, мне били татуировку, и я просто жил в отеле, который был один в один, как апартаменты. И я просто понимаю, что это же шикарное место. Я просто ходил и снимал все, что мне казалось похожим на Салли Фейс. Коридоры, какие-то, кактусы, цветочки, какие-то ковры, все подряд. Я думаю, ну пригодится, добавим потом. Комната Ларри в одном доме, комната Сала в другом, комната Сала в детстве вообще в другом городе, комната Сала, когда он переехал к Тоду Нилу, это тоже отдельная квартира. Короче, там на самом деле, да, если так покопаться, много всего. Из студии, кстати, у нас была только одна локация, это был кабинет психолога, и все. Что наш подъезд до сих пор в крови. Извините. Так, это были не мы. Это был какой-то Салли. Какой-то был, да, чокнутый, не знаю, какие. Насколько было тяжело озвучивать фильм? Как часто вы косячили с озвучкой? Это ко мне видео. У нас делится озвучка на 2 части, на английскую и русскую. Я озвучиваю и Ларри, и Салли. Такой выбор пал, потому что порой что-то приходилось переписывать прямо на ходу, по ходу монтажа какие-то моменты, и мне проще это делать самому, то есть я монтирую и сразу озвучиваю. I said too many disgusting things to you after my words. I shaped the б***ство, суки, ёб. Я тут, блядь, фейс озвучу. Проблема бывала у меня, что у меня Салли и Ларри говорят, ну, логично, моим голосом, то есть там, допустим, я когда озвучиваю Ларри, он там такой, типа, I'm Larry. Вот, а Салли какой, типа, I'm Sal. Чуть-чуть ниже я могу сказать, I'm Sal. И они уже звучат как просто 2 одинаковых человека. То есть было тяжело одним голосом, короче, показать в главных героях разных людей. Надеюсь, это получилось. За русскую чел со мной конкретно намучился. Он мне переписывал «Я Ларри и живу в подвале» 5 раз.
Всем привет, я Ларри, и я живу в подвале. Ёб твою Ларри. Всем привет, я Ларри. И я живу в подвале. Чел, верни камеру. Аккуратно с ней. Я ему пишу голосовую. Нет, там, подожди, ты не понял. Там... Всем привет, я Ларри, и я живу в подвале. Он такой, ща, пишет мне такой. Я пишу, нет, ты не понял, переписывай, не так, это важная фраза. А остальные ребята, которые озвучивали других персонажей, у нас проблем каких-то не возникло. Я обычно очень все четко им объяснял, то, что смотри, тут такая эмоция, тебе надо сыграть вот это. Они все быстро славливали, и в целом вот проблем не было. Gay shit. If I break this camera on your face. But anyway. You better listen to her, Cloud. Otherwise, I'll break your face right now, so you really have to grow your faggot hair out for the whole face. Get it? Не понял. Прости, пожалуйста. Я так не думаю. Чморят меня, чморят. Посмотри на мою майку, смотри, как ему плохо. Вот такое лицо у меня, когда я буду все это склеивать. Получается, у нас озвучила в английской Диану Эш. и Эш. Да. Вот, кстати, кто не знал. Из чего сделан грим? И как в нем разговаривать и жить? Именно это я отвечу. О, грим — это наша больная тема, потому что в первой части Салли Фейса мы грим сделали из туалетной бумаги и, в принципе, подручных средств, которые просто нашли. Мы как-то это все налепили на лицо. Вот. Ну, на тот момент... На тот момент нас это устроило, но потом, конечно, через время, когда мы это все смотрели, мы поняли, что нужно с этим что-то делать и переделать его в лучшую сторону. В итоге я нашла латекс для грима, искусственную кровь, всякие еще гримы театральные. Вот, принесла это все, привезла с собой в Ростов, передала Алину, говорю, сделай из этого что-то нормальное на моем лице. Один фиг, получился один большой ожог, блин, сплошной. Но это опять-таки, мы тогда попробовали, это, получается, была сцена с психологом, вот этот весь их диалог, вот. Мы же тогда это все нарисовали на моем лице, и, в принципе, нас это устроило. А потом через время опять поняли, что, получился просто какой-то большой ожог. И уже поняли, что в следующий раз там нужно больше именно какого-то телесного цвета добавлять, и не так много и показать красного. рельефность, что Да. надо как-то показать визуально, что у него пробиты кости. Мы пока, честно, не знали, как это сделать, но сейчас уже есть идеи. Находиться с ним и жить нормально, все хорошо. Но вот снимать это уже... Вот это... Ого. На монтаже почти во всех сценах, где у Салли нет Паттелла, там лицо очень сильно перелопачено визуальными эффектами по цвету. Это не твое случайно. Иди сюда. Все хорошо, все хорошо. Ты был тоже прав. Следующий вопрос у нас задал Дан. Дан? Расскажи, да, Дан. Это чел, который озвучивался. Что ж он, блядь, задать мог? Расскажи подробнее про создание авторской музыки. О, да, ты знаешь, что у меня спросить всегда. Это я люблю. В музыке у нас в фильме работало 2 человека. Я и мой прекрасный друг и товарищ. Я в прошлый раз сделал все сам, а в этот раз фильм получился на час, и я понял, что я просто, не успею я его и смонтировать, и музыку записать, физически мне не было на это времени. С каверами все было легко, каверы я записывал обычно по одну за вечер. Вот что касается авторской, да каких-то тоже проблем не было, просто я послушал внимательно весь саундтрек Салли Фейса, я выделил для себя, что Стив Гебри отдает преимущество в гитары, в основном это просто какая-нибудь ритм-гитара с поверх лид-гитарой, какая-нибудь очень простая дамка, барабаны, немножко баса. В целом вот это как видел я это. Я, похоже, попытался что-то воплотить, сделав уклон в атмосферу, в какие-то фанежи, гранж, и в целом вот получилось, что получилось.
они вообще создавались по принципу, у меня есть где-то голосовая, где я Вике пишу: Вика, засни, я сейчас гитару, перестраивал, нашел строй какой-то, и, получилось вот это. И вот как-то так оно все и создавалось. А в будущем мы просто брали какие-то уже готовые мелодии. Вы вот удивитесь, но кто-то вообще когда-нибудь замечал, что у нас в фильме есть лейтмотивы. То есть лейтмотив, когда, допустим, у нас, когда Ларри рассказывает про своего отца, всегда играет одна и та же мелодия в разных интерпретациях. Что там до сих пор от меня пятна крови остались. Знатно же мне от них тогда досталось. А потом еще и от отца. Я чувствовал себя крутым и сказал: пап, да это же просто лицо. А он так не считал. Проклятия нет. И я решил, что мой отец просто ушел. И нет тут никакой мистики. И ты сказал эту фразу. Я запомнил. Так вот реально мы даже такое продумывали, потому что нам это было пи***ц. Нам это было очень интересно. И поэтому... Все, я сказал. Хорошо. Скажи, пожалуйста, где вы брали эту маску для косплея? Потому что у человека не получилось ее сделать. Вау, клевая маска. Это протез. Я люблю этот вопрос. Этот протез был подарен, собственно, Алином на мой день рождения, потому что тогда мы уже решили, что мы будем косплеить Ларри и Салли, и он мне как-то пишет: Вик, давайте подарю протез на твой день рождения. Я говорю: а давай. И дальше реально должен сказать, где он его нашел, достал и привез, передал мне верно в мои ручки. У меня по этому поводу даже есть видео, где я тебе его вручаю. И я, в Питере пошел, собственно, гулять с тем другом, который писал для нас музыку. И мне просто в этот момент звонит чел, который сделал протез, и он мне такой говорит: я приехал под отель. А я просто стою там где-то 3 километра от отеля, и я так: что ж, Ран. просто... Я помню, как я такой: все, пока, мне пора. Просто... Это было очень смешно. А я в это время вообще спала. Мне попалась в каком-то видосе реклама данной мастерской, и у них был прям вот там как пример протез Салли. Мне он очень понравился, на мой взгляд, тогда это был самый адекватный похожий протез. И я тогда такой смотрю, думаю: блин, какой он классный. Ну, все, собственно, я просто его взял и заказал. Кстати, очень забавный факт, но теперь эта мастерская использует наши с Викой фотографии для своих рекламных объявлений. Конечно, меня немножко напрягает, что там отзывы с нашими фотографиями от какой-то некой Ирины, что-то там, 2000 что-то, но в целом, ладно, пусть делают, что хотят. Заставляю. Да, я же его снял, а она повесит, все честно. О, красиво ты его повесила, кстати. На миллиметр правее. Левее с твоей стороны. Нет, с твоей стороны левее. С моей правее. Какие ощущения остались после фильма? Опустошение. Да, потому что, опять-таки, фильмы делали на протяжении 8 месяцев, и, понятное дело, что помимо там нашего фильма происходили какие-то события там в нашей жизни, и когда у тебя что-то там меняется, и вот эта красной нитью идет съемка Салли Фейса, ты как будто бы, когда это заканчивается, знаете, показываешь наружу вот немножко кусочек твоей души, и потом тебе, получается, как будто бы нечем заниматься, вот эта красная нить, она обрывается, и ты такой немножко потерянном состоянии находишься, что-то такое опустошение, но оно приятное. Вот, наверное, как-то так. Если бы Стив Гембри решил снять фильм по Салли Фейс и позвал вас играть Ларри и Салли, какая бы была ваша реакция? Вот такая! Такая! Ну, моя реакция была бы: holy crap, nigga. Но на самом деле, со Стивом Гембри у нас вообще отдельная романтика. Особенно у Вики. Особенно у Вики, да. Стив Гембри много раз обращал на нас внимание, много раз лайкал мой косплей Ларри в Твиттере, много раз в целом просто как-то реагировал на какие-то наши видео. Особенно было приятно, что мою татуировку Вики он заметил и написал в комментарии, еще даже и репостнул себе. Но вот недавно в ТикТоке случилась вообще мистика просто. Расскажешь? Расскажу, конечно. Да.
Началось все с того, что мне просто в моем телеграм-канале, подписываемся, скинули мем, где такой Салли снимает свою рубашку, а там как бы тело девушки с глубоким декольте. И я такая, ой, прикольная идея для ТикТока, сниму, ну знаете, чисто посмеяться. Я сняла это, выставила, и все, прошло где-то, наверное, мне уже 2-3, я уже забыла. И помню, сижу просто на работе, на своей смене, захожу в телефон, а мне прилетает несколько комментариев и в ТикТоке, и в Телеграм-канале, мол, Стив Гэбри репостнул твой ТикТок. Я думаю, какой? А у меня же там эдиты там всякие есть, просто какие-то транзишены стали. Я думаю, вау, прикольно. Захожу, открываю свой ТикТок, а он репостнул и лайкнул именно видос, где я снимаю рубашку, и там оказывается платье. Притом, открываю его аккаунт, и у него в репостах вот тупо, знаете, видео какие-то по Салли Фейс, его же, притом важно, его же, где он сам. И просто среди них такая картиночка, где Вика такая в платье с такими... Я думаю, эх ты, Стив Гэбри, негодник какой. Мы все про тебя знаем. И, короче, это было очень смешно. Вот какие-то такие у нас, да, вот взаимоотношения со Стивом Гэбри. Будут ли бэкстейджи со съемок? А вот это вы нам скажите. Мы вообще, видите, начали сейчас экспериментировать с форматами. Просто мы не хотим, чтобы у нас на канале раз в 8 месяцев выходил фильм только и все, и канал стоял. Так что, если вам будут нравиться такие форматы, как этот, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Если вам интересны бэкстейджи, да господи, у нас их бэкстейджи там на отдельных 5 фильмов, поэтому мы можем, конечно, это все монтировать, выставлять, показывать. Просто дайте хотя бы знать об этом нам в комментариях, и все будет. Да, у меня больше друзей, чем у тебя когда-либо будет. Будет ли еще фильм по Салли Фейс? She knows. Мы продумали третью часть еще до того, как сняли вторую. У нас уже была идея, что будет потом с ними всеми происходить, как мы органично можем обыграть 5-й эпизод. Бежали 33 шакала в шакальное логово. И встретили там шакалов. А потом один шакал сказал другому шакалу: ты чё, шакал? Но мы себе сказали так, давай посмотрим, как люди примут второй. А я Вике тогда сразу сказал: Вика, если там хоть будет 50 просмотров, но там будут 3 каких-то больших комментария о том, что человека это тронуло, его затронуло, это уже говорит о том, что наше творчество не идет на ветер. Значит, что это кому-то нужно, а это значит, что это мотивирует меня еще что-то снимать. Так вот, Memoria, Nightmares и Утопия. Она будет. Что за милашка играл маленького Салли? Милашку играла моя младшая сестра, которой уже 12 лет. И я была удивлена, что она в гриме действительно выглядит прям такой пацаненок маленький и очень милый. Вот ей самой очень понравилось вообще. Более того, хочу добавить, что Вика и Алена реально похожи. Так-то лучше. Итак, как тебя зовут? Сал Фишер. А сколько тебе лет? 11. Диану играла как раз таки Вика, а Сала ее сестра. И мне очень нравится это чувство, что когда Сал вырастает у нас, да, что так как их играл один человек, но совсем в разных образах, все равно есть чувство, что они с мамой жесть как похожи. И это прям вообще классно. Мне вот лично это душу греет, это выглядит довольно логично. Я надеюсь, что это смотрится так, как мы задумывали в голове. Сестра же Вики в английском себя же и озвучила, там Сала я не озвучивала. Там озвучивала вот Алена сама себя. И я прям помню, как я просто постоянно просил ее переписывать, потому что мне там что-то не нравится. Я говорю, так, давай, поплачь по-натурально. Она мне шлет, когда плачет, и плачет. И давай еще натурально. Она мне потом пишет просто такую голосовую: Ален, писька, ты время видел? Уже 2 часа ночи, и я спать. И я так, ладно, понял, все, хорошо, извините. Ладно, эта девочка с характером, тут не просто так. No, no, no. No. Ай. Ален, ты писька, мы не можем орать сильно громко. На время посмотри сам. Алена все по факту разложила. Ну нет, ну правда. Было ли вам проще вживаться в роли за счет взаимодействий друг с другом? Мы полностью вдвоем погружаемся в вот эти образы, то есть Аля образ Ларри, я в образ Салли, и за счет нашего взаимодействия именно в этих образах мы еще больше понимаем наших персонажей, нам еще проще их отыгрывать. Я скажу так, Ларри мне, в принципе, был довольно родной персонаж изначально, потому что он, как и я, довольно творческий человек, он художник, он очень во многом на меня похож.
И более того, у меня был в жизни опыт, о котором я много раз упоминал в ТГ. У меня был очень похожий друг на Сала, с похожими проблемами, с всякими шрамами и так далее. И мне было как-то очень... Короче, проблемы, которые сталкивается Ларри вообще не с Салом, они мне очень знакомы. Я проходил через то, что человек стеснялся при мне там лишний раз там показать там что-то, стеснялся там того, сего, то, что на нас там косо смотрели, и он там боялся, что это вот из-за него. Я все это проходил, и Ларри в этом плане мне так откликнулся, я настолько вспоминал эти эмоции. А с Викой, конечно, были классные у нас ситуации, когда мы даже могли в Москве, я помню, ночью идти, включать саундтрек Салифейса, и мы такие идем, и мы прям, ну прям чувствуем, чувствуем. Да, просто в мгновение мы переключаемся в эти образы и начинаем разговаривать, отрицать персонажей. У нас есть такой еще прикол с Викой, можем просто гулять, идти, что-нибудь просто там заиграть какая-нибудь музыка, можем просто таки встать, послэмить посреди улицы, и потом я такой что-нибудь скажу по типу там, это было круто, Сал. И она такая, да, чувак. Вот как начали снимать Салифейс, мы с ней стабильно стали ходить на какие-то металл-концерты. Да. Вот там мы вообще зарядились конкретно этой энергией. Я, в принципе, всегда в этих тусах был, а Вика вот со мной впервые в это все попала, и мы прям там, ну, зарядились по полной. Вот так. Есть ли удаленные сцены с Трэвисом или вообще сцены, которые не вошли в фильм? Да, больная тема. Есть одна сцена, которая должна была быть вот сценой их примирения в конце, но нам она вообще не понравилась, как она снялась, по многим причинам. В итоге мы ее раздробили просто на 5 мини каких-то флешбеков в других сценах. На самом деле, это довольно забавно получилось. А что касается прям вырезанных, ну, прям, чтобы мы вырезали, такого не было, прям что-то конкретно. Только, наверное, эту сцену мы убрали и пересняли. Вот, было, что мы доснимали постоянно, и у нас еще осталось очень много сцен, которые мы просто не использовали, так как они были сняты для другого видео. Да. Вот такой пусть будет напоследок вам спойлер. Мы снимали не только фильм, мы снимали параллельно еще другой видос, он будет больше в уклон комедийный. Так что да, скорее всего, сейчас чуть-чуть придет время, я думаю, мы как раз за него и возьмемся, смонтируем еще один видос, ну, такой прикольненький, небольшой. Да. В общем, ни один кадр просто так никуда не денется. Все у нас будет использовано. На последней секунде. Да. Ну, собственно, это были все вопросы. Короче говоря, огромное спасибо вот Соне за то, что она все читала, отобрала. Мы специально не читали ничего, чтобы не спойлерить себе, чтобы нам ответить было максимально интересно. Спасибо вам за вопросы, они были, кстати, очень интересные, нам очень понравилось на это отвечать. Подпишитесь на наши телеграм-каналы, у нас там много всего интересного, как, ну, мне так кажется, по крайней мере. Не знаю, мне, может, не интересно, но мне, кажется, интересно, я надеюсь, что интересно. Короче говоря. И, пожалуйста, самое важное, пожалуйста, пишите в комментариях, если вам понравился такой формат, потому что мы хотим его продолжать, но если будет так же, как с тем видео, которое мы не называем вслух, то, наверное, тогда смысла в этом нет. Возможно, со стороны так кажется, словно мы прям упиваемся этим фильмом, с Альфейсом, словно мы какие-то супер ЧСВ, то что мы сняли фильм, мы снимем про это 200 тысяч вопросов. Хочу вот один ответ дать от тебя сразу на это. Мы делимся всем этим не потому, что мы считаем, что мы сделали что-то прям легендарное. Мы делимся этим, потому что мы искренне это любим. Когда ты что-то искренне любишь, ты хочешь об этом говорить. Мы хотим говорить о нашем общем детище с Викой. Мы хотим вам рассказать, как мы что-то сделали. Так что, если у вас какие-то будут еще вопросы касаемо создания именно каких-то технических, какие-то штучки, фишки, мы с таким кайфом хотим этим всем поделиться. Более того, мы хотим еще становиться лучше. Поэтому, если мы где-то косячим, мы с радостью выслушаем ваши пожелания. Вот на такой доброй ноте мы, пожалуйста, закончим это видео. Желаю вам развиваться, не угасать, что-то делать, творить, создавать. И что еще? Вдохновляет. Вдохновляйте других. Вот так вот. Что, напоследок у нас остается только одно действие. О, нет, у меня спрошу, у меня с позавчерашнего концерта башка болит, я не могу. Всем пока. Yeah.